За последние годы при предприятиях министерства построены новые благоустроенные города. В отрогах суровых гор несколько лет тому назад возник этот город. Свое название он получил от горной речки Мэлису. Следуя изгибам ущелья, по которому течет река, город несколько вытянут в длину. Характер планировки городских кварталов и улиц продиктован природными условиями. Главная улица города поднимается вверх по ущелью. Дома и кварталы расположены террасами. Стены домов выложены из местного неофактуренного камня. Сочетание этого камня со штукатуренными деталями белого цвета характерны для архитектурного облика зданий. Учтены особенности среднеазиатского климата. В архитектуре домов использованы балконы, лоджии, навесы, открытые террасы. До строительства города здесь не было никакой растительности. Сейчас его улицы озеленены и стали тенистыми, прохладными. В городе много магазинов. Самое младшее поколение горожан обеспечено благоустроенными детскими садами и яслями. Для старших ребят выстроены школы различной вместимости по типовым проектам, в которых отображены национальные элементы архитектуры. Городская поликлиника. Для медицинского обслуживания населения создан больничный комплекс с отдельными зданиями терапевтического, инфекционного, хирургического и других отделений. Эта аллея ведет на главную площадь. В числе зданий, выходящих своими фасадами на площадь, здание городского дома культуры. За домом культуры разбит тенистый сквер, позади которого находится кинотеатр. Городской парк культуры и отдыха. Здесь много живописных уголков. Открытый летний кинотеатр. Стадион, где горожане любят поболеть за футбольную команду своего города. Для любителей водного спорта сооружен плавательный бассейн. В горах, на берегу озера,
расположен оздоровительный профилакторий. Приезжающие сюда рабочие и служащие размещаются в легких стандартных домиках. Среди горных отрогов проложена асфальтированная дорога. Она ведет к городу Табашары. Город построен на высоте 500 метров над уровнем моря. Большая часть жилых домов сложена из местного неофактуренного камня. В архитектурном решении зданий учтены условия жаркого климата и горного рельефа. На склонах дома расположены террасами. Использованы подпорные стенки и ступени. Городская площадь. С одной стороны площади расположено здание Дворца культуры. На другой стороне здание универсального магазина. Городская поликлиника. Удобные и просторные здания детских садов и яселей. При каждом благоустроенный участок с площадками для игр. Одна из городских школ. Школа имени Олега Кошевого. На улицах высажено много зелени. Немало труда было вложено, чтобы вырастить ее на голых скалах. Благоустроенные скверы и тенистые бульвары хорошо защищают горожан от палящих лучей солнца. Городской парк культуры и отдыха. На его территории много зелени, цветов и живописных уголков для отдыха. В глубине парка находится летний кинотеатр. Плавательный бассейн. Его прохладные воды доставляют много удовольствия жителям города. Город расположен в долине реки. Ровный рельеф местности предопределил общий характер застройки города. Прямолинейная сетка улиц, четкая и компактная планировка. Начатый строительством около 10 лет назад, город продолжает расширяться, создаются новые микрорайоны, строится много жилых домов и других зданий. Центр города. На главной площади выделяется здание Дворца культуры. На другой ее стороне
здание горного техникума. Главное административное здание, расположенное вблизи площади. Жаркий сухой климат заставил немало потрудиться создателей города, прежде чем им удалось вырастить на улицах надежную зеленую защиту. В жилых домах старой постройки заметно некоторые архитектурные украшательства. Вместе с тем лоджии и балконы удобны для населения. Внутри кварталов высажено много зелени. В городе достаточное число учреждений культурно-бытового обслуживания. Магазины с промышленными товарами и продуктами питания. Городская гостиница. К услугам приезжих удобные помещения. Кинотеатр. Здание Дворца пионеров. Школы равномерно расположены по всей территории города. Учтены нужды населения при постройке зданий детских садов и ясель. На прилегающих к садам и яслям участках организованы детские площадки. Новые микрорайоны города застраиваются типовыми жилыми домами. Перед нами микрорайон двухэтажной застройки. Микрорайон трехэтажной застройки. Квартира в одном из новых домов. Строительство микрорайонов расширяется. Оно ведется индустриальными методами с применением новой совершенной строительной техники. Закончен постройкой большой комплекс зданий школы-интерната, рассчитанной на 600 воспитанников. В учебном корпусе удобные и просторные школьные кабинеты. Отлично оборудованные мастерские для производственного обучения. Есть зал с киноустановкой. В отдельном здании чистые и светлые спальни. Городской парк культуры и отдыха с тенистыми аллеями и уютными уголками. Пройдя сквозь парк, можно попасть на территорию спортивного комплекса. Тут волейбольные площадки, площадки для баскетбола,
теннисные корты. Главное спортивное ядро с футбольным полем и трибунами. В нескольких километрах от города находится еще одно прекрасное место для отдыха. Это воды и берега искусственного моря. В свободное время жители Чкаловска приезжают сюда с семьями и друзьями, чтобы покупаться, позагорать, прокатиться на катере. Относительно ровный характер местности позволил сделать планировку города Карабалты прямолинейной. Его центральная часть застроена трехэтажными домами. Через весь город проходит Арык, воды которого питают местную растительную систему. Зеленые посадки на улицах еще молоды, но их много, и через несколько лет они станут надежной защитой от жарких лучей солнца. Детские сады и ясли. Их участки благоустроены. Одна из школ. Другая школа более старой постройки. Группа зданий школы-интерната. Больничный комплекс. Рядом с ним недавно отстроен корпус городского оздоровительного профилактория. Новое строительство в городе ведется по принципу создания микрорайонов с двух- и трехэтажными типовыми жилыми домами. Здание универсального магазина. Хорошо налажена система общественного питания. Главную улицу замыкает здание Дворца культуры, построенное в то время, когда в архитектуре допускались некоторые излишества. Внутри дворца ряд просторных помещений для клубной работы. Вместительный зрительный зал. По соседству с Дворцом культуры находится спортивный корпус. В его главном зале, светлом и вместительном, проводятся занятия по спортивной гимнастике и другим видам спорта. Шоссе, ведущее в город Терны, незаметно переходит в его главную улицу. Центр города. Кварталы двухэтажных жилых домов, построенные в первый период строительства.
Здание детских садов и ясель. Городская больница. Поликлиника. В средней части главной улицы кинотеатр. Рядом с ним городской парк. Главная улица приводит на центральную площадь города. Здесь находится административный корпус. Площадь обрамлена трехэтажными зданиями жилых домов. В глубине площади дворец культуры. Городской стадион. За последнее время в Терны развернулось строительство новых кварталов. Создаются микрорайоны из трехэтажных жилых домов с благоустроенными внутриквартальными территориями. По соседству с Терны находится еще один новый город. Город Желтые Воды начал строиться несколько позже, чем Терны, но по масштабам строительства, размером освоенной территории, он уже значительно обогнал своего близкого соседа. Центр города. С одной стороны главной площади здание кинотеатра. С другой – здание Дворца культуры, выстроенное в период увлечения архитектурными излишествами. На площадь выходят фасады трехэтажных жилых домов первых лет строительства. Площадь пересекает главная улица города с широким зеленым бульваром. В нижних этажах ряда домов размещены магазины. Улицу завершает здание школы десятилетки. Часть городских кварталов застроена двухэтажными жилыми домами, построенными в первые годы. Здание столовой на 200 мест. На этой улице находится городская больница. Поликлиника. Детские сады и ясли размещаются в зданиях, выстроенных по различным типовым проектам. Городской дом пионеров. В нескольких километрах от города размещен большой пионерский лагерь. На его территории выстроены здания спален, столовой, клуба
подсобных помещений. Для ребят сооружен водный бассейн. Городской стадион гостеприимно встречает спортсменов и зрителей. Его трибуны вмещают до 10 тысяч человек. На территории стадиона есть плавательный бассейн с вышкой для прыжков в воду. Познакомимся теперь с новым районом города. Его здания виднеются вдали. Строительство жилых домов подчинено здесь принципам микрорайонирования. Микрорайоны двухэтажной застройки с малометражными квартирами для посемейного заселения. Стены домов выложены из легкобетонных офактуренных блоков. Территория внутри микрорайонов благоустроена и озеленена. За последнее время стали строить микрорайоны с трехэтажными жилыми домами. В этих домах каждая квартира имеет балкон. Их внешнее оформление придает зданиям нарядный вид. Внутренняя территория микрорайона. В новом районе выстроено здание гостиницы. Построен широкоэкранный кинотеатр. Одновременно со строительством жилых домов ведется и большое культурно-бытовое строительство. Здание детских ясель. Школа на 520 человек учащихся. Комплекс зданий школы-интерната на 400 воспитанников. Строительство микрорайонов продолжается. Молодой город расширяет свою территорию. В ближайшее время будет сдано в эксплуатацию много новых жилых зданий и зданий культурно-бытового назначения. Лермонтов – небольшой город с четко выраженной прямолинейной планировкой. Он построен в живописной местности. Дорога, ведущая в город. Перспективы ряда улиц завершаются горным пейзажем. Малоэтажные дома первых лет строительства. Теперь они строятся по новым типовым проектам. Такими домами застраиваются микрорайоны. В городе много зелени. Ее росту способствует мягкий, теплый климат. Центральные улицы застроены преимущественно трехэтажными домами.
В нижних этажах магазины, кафе и другие культурно-бытовые учреждения. Для медицинского обслуживания населения выстроен комплекс больничных зданий. Городская поликлиника, детский сад, на его территории хорошо использованы возможности местного климата. Для ребят созданы отличные площадки для игр на свежем воздухе. Школа. Здание другой школы, рассчитанное на большее число учащихся. Отправимся теперь на главную площадь города. Дома и улицы, выходящие на площадь, хорошо вписываются в ландшафт, окружающий город. Здание Дома культуры, оно решено в строгих формах. Широкоэкранный кинотеатр. Для физкультурников выстроен вместительный и удобный для занятий спортивный зал. Городской стадион расположен почти у самого подножья гор. Еще дальше в горах выстроена группа капитальных зданий, в которых во время школьных каникул размещается пионерский лагерь. В остальное время года эти здания предоставляются для отдыха взрослого населения. Продолжается строительство новых жилых домов и культурно-бытовых зданий. В городе хороший парк, много скверов. В одном из скверов установлен бюст великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, чьим именем новый социалистический город. А этот новый социалистический город возник рядом со старинным городом Глазовым. Здесь в царские времена пролегал знаменитый Сибирский тракт, по которому шли в далекую ссылку те, кто боролся за лучшую свободную жизнь. Большая часть города застроена типовыми двух- и трехэтажными домами. За последнее время в городе развернулось строительство новых жилых домов.
Это четырехэтажное здание с малометражными квартирами для посемейного заселения. Одна из недавно выстроенных школ, рассчитанная на 920 человек учащихся. Они занимаются в одну смену. Дом пионеров. Больничный городок. На его территории сосредоточен ряд специализированных зданий. Центральная часть города. На пересечении двух основных городских улиц расположен универсальный магазин с широким ассортиментом товаров. Вдали за перекрестком здание Дома культуры. Позади Дома культуры находится комплекс спортивных сооружений. Спортсмены города не раз завоевывали первые места на областных и республиканских соревнованиях. В нескольких километрах от города большой пионерский лагерь. Неподалеку выстроено здание Дома отдыха. Чудесный воздух, красивые пейзажи. Здесь можно провести летний отпуск, хорошо отдохнуть в выходные дни. До 1946 года здесь находился монастырь с маленькой деревушкой рядом. Теперь на этом месте создан новый город Кремлев. В одном из старых зданий монастырского Кремля разместились городские, советские и партийные организации. Там, где раньше был глубокий монастырский ров, окруженный высоким валом, теперь высятся кварталы многоэтажных жилых зданий. Они размещены вдоль широких, озелененных и асфальтированных улиц. В этом здании находится вечерний институт. Студенты учатся здесь без отрыва от производства. Проспект имени Ленина. Здание общежития для молодых рабочих. Юношам и девушкам созданы все необходимые условия для отдыха и учебы. В городе выстроено несколько школ. А это Дом пионеров. Он просторен,
и хорошо оборудован. Для ребят организованы мастерские и лаборатории, в которых проводятся занятия различных технических кружков. Малышам и дошкольникам предоставлено достаточное количество яслей и детских садов. Ребята окружены вниманием и заботой об их здоровье. В городе 2 поликлиники, больница, хлебозавод, здесь оборудован и кондитерский цех. Завод безалкогольных напитков. В Кремлеве 3 кинотеатра. Широкоэкранный кинотеатр «Октябрь». Здание Дома культуры завершает ансамбль центральной площади города. Городской стадион. Вход в парк культуры и отдыха. Парк занимает 6 гектаров лесного массива, выходящего к живописному берегу реки. Строительство Кремлева продолжается. Город будет развиваться в северном направлении вдоль реки. Здесь решено создать ряд микрорайонов, обеспеченных всеми видами благоустройства. Город Трехгорный начат строительством в 1952 году в лесном районе, вблизи живописной реки. В Трехгорном несколько кварталов, застроенных преимущественно 4-этажными типовыми домами. В квартирах центральное отопление, горячая вода и другие удобства. В этом здании помещается городской совет. Школа. Несмотря на довольно сложный рельеф местности, проектировщикам удалось сохранить прямолинейный характер городских улиц. Центральная площадь окружена 4-этажными домами. В первых этажах магазины с продуктовыми и промышленными товарами. Кинотеатр. В городском парке культуры и отдыха выстроен стадион. В спортивный комплекс входит здание павильона с гимнастическим залом.
Дорога в город Лесной ведет мимо маленьких деревянных домиков, выстроенных много лет тому назад. Но скоро и их вытеснят многоэтажные каменные здания нового современного города, первые дома которого появились здесь в 1946 году. Строительство города ведется индустриальными методами. Детали домов изготавливаются на местном строительном предприятии. Жители Лесного обеспечены благоустроенной жилой площадью. Улицы города озеленены. Проезжая часть и тротуары асфальтированы. Для городского универмага выстроено отдельное здание. А это одна из столовых города, рассчитанная на 200 мест. Пятиэтажное здание общежития для молодых рабочих. Одна из городских школ. В Лесном несколько детских садов и яслей. В этом здании размещается учебный комбинат. Студенты занимаются здесь без отрыва от производства. Городской дом культуры. Широкая лестница ведет в просторное фойе. Зрительный зал Дома культуры. Генеральные планы показанных городов предусматривают перспективу их дальнейшего развития. На их территориях будет сооружено с широким применением современных индустриальных методов много новых жилых домов, общественных и культурно-бытовых зданий. Северск был начат строительством в 1949 году. К новому городу ведет живописное шоссе с широкой и гладкой проезжей частью. Незаметно шоссе переходит в одну из его центральных улиц. Для Северска характерная компактная планировка кварталов, прямолинейная сетка улиц и единая система бульваров и площадей. К началу 1961 года в городе было возведено более 700 благоустроенных жилых домов с центральным отоплением, горячей водой и прочими удобствами. На улицах города много зелени. Вдоль домов пролегают асфальтированные тротуары. В этом здании размещаются городские, советские и партийные организации. Главная улица Северска. Одна из улиц, выходящая к реке. Внутри жилых кварталов созданы обособленные озелененные дворы с площадками для отдыха детей и взрослых. Тенистый сосновый лес вплотную подступает к домам улицы имени Ленина. В городе выстроены здания детских садов, яслей и школ.
поликлиника. Больничный комплекс с родильным домом и детским отделением. Одна из городских столовых. Ее здание выстроено в первые годы строительства. Дом культуры. На сцене Дома культуры, наряду с самодеятельными коллективами, выступают артисты местного профессионального театра. Городской парк отдыха. Он создан на основе естественного лесного массива и оборудован павильонами, аттракционами, летним театром. В парке создан комплекс спортивных сооружений. Зимний физкультурный павильон. В гимнастическом зале павильона и других его помещениях могут одновременно заниматься в различных спортивных секциях более 200 человек. На поле стадиона часто встречаются городские футбольные команды. Парк примыкает к большой реке. Здесь организована водно-спортивная база. Северск продолжает расти. Перспективным планом развития предусмотрено создание в городе новых жилых микрорайонов. Они будут строиться в юго-восточном направлении вдоль берега реки. Озерск – большой город. Его начали строить в 1946 году, и сейчас он занимает территорию в 1500 гектаров. Привокзальная площадь. Она застроена многоэтажными домами. Для Озерска характерно обилие зелени. Много высоких деревьев было сохранено в процессе строительства города, когда его улицы только еще прокладывались среди естественного лесного массива. Эти двухэтажные дома первые выстроенные в Озерске по типовым проектам. Много зелени сохранено и на центральной площади. Вдали виден универмаг. На площади находится здание горсовета. Городской театр. Этот дом был выстроен в первые годы строительства. Тогда же был воздвигнут корпус учебного комбината. Жилые дома, построенные за последние годы. Проспект Победы – наиболее красивая улица Озерска. Одна из городских школ. Помимо общеобразовательных знаний, ребята приобретают ряд практических навыков в труде и хозяйстве.
Городской парк. Для детей здесь часто организуются различные игры. В этой игре ребята знакомятся с правилами уличного движения. Любимое место отдыха трудящихся Озерска – большое озеро в западной части города. На его живописных берегах построены легкие беседки. Отсюда открываются прекрасные виды на озеро и окружающую его природу. Архитектурно-планировочное решение этого города было предопределено сложным рельефом местности и тяжелыми геологическими условиями. За 1,5 десятка лет своего существования Новоуральск превратился из поселка в большой город. Улицы его весьма живописны. Одни из них ровные и прямые, для других характерны подъемы и спуски. Всюду много зелени. На некоторых улицах для зеленых насаждений отведено свободное пространство между домами и тротуарами. Рельеф местности сказался на расположении жилых домов. На ряде улиц они размещены уступами. Для отдыха и прогулок населения бульвары и скверы. В архитектурном убранстве улиц использованы малые архитектурные формы. Ансамбль городской застройки дополняет ряд общественных и культурно-бытовых зданий. Главный корпус учебного комбината. Одно из зданий больничного комплекса. Детский сад. В городе их достаточное количество. Городской театр. Перед театром разбит сквер с фонтаном. Главная площадь – общественный и административный центр города. Это здание Дома связи. Площадь обрамлена многоэтажными жилыми домами. В нижних этажах продовольственные и промтоварные магазины. На площадь выходит здание, где размещаются советские и партийные организации города. У его основания сооружены трибуны. Городской стадион расположен в самом центре города. Сюда можно попасть прямо с главной площади. Восточная часть города примыкает к большому озеру. Вблизи озера в летнее время размещаются детские учреждения. Сюда на лето выезжают детские сады и ясли. Организуется большой пионерский лагерь. В окружении прекрасного леса на свежем воздухе юные горожане Новоуральска закаляют свое здоровье. Они играют в веселые игры, занимаются спортом, проводят интересные и полезные занятия. Водное зеркало озера, его живописные берега влекут к себе и молодежь, и людей зрелого возраста. В особенном почете здесь водомоторный спорт. Новоуральск продолжает строиться, осваиваются новые строительные районы, повышается благоустройство,
создаются условия для еще более лучшей жизни и отдыха городского населения. К созданию этого большого города строители приступили в 1950 году. За 10 лет здесь выстроено много жилых домов и возведен ряд зданий для культурно-бытового обслуживания населения. При въезде в город привлекает к себе внимание красивое озеро. Оно образовалось в результате искусственного изменения рельефа местности при строительстве дамбы, перекрывшей русло небольшой реки. Мы движемся по дамбе, на которой уложен железнодорожный путь и автомобильная дорога, ведущая в город. Характер планировки Железногорска – четкие и прямые линии улиц, обилие зеленых насаждений. Кварталы города застроены многоэтажными каменными домами с квартирами для посемейного заселения, оборудованными всеми необходимыми удобствами. Внутриквартальное пространство заполнено зелеными насаждениями. В каждом квартале свой детский сад и ясли. Одна из школ. Для пионеров и школьников сооружено здание Дома пионеров. В его помещениях занимаются различные кружки. Ребята с удовольствием проводят здесь свой досуг. Уделяется внимание художественному и музыкальному воспитанию подрастающего поколения. Торговая сеть охватывает все районы. В продовольственных магазинах широкий ассортимент различных продуктов. В специализированных магазинах большой выбор промышленных товаров. Для медицинского обслуживания населения создан больничный городок. В главном корпусе помещается больница. Город продолжает наращивать свой жилой фонд, но новые дома строятся уже не из кирпича. Их сооружают индустриальными методами из крупных панелей, которые изготавливаются на местном домостроительном комбинате. Применение современных методов строительства значительно ускорило ввод в эксплуатацию новых кварталов и районов. Направимся теперь в центр города. Советская улица. Она выходит на главную улицу Железногорска, проспект имени Ленина. Центральная площадь. Ансамбль центральной площади составляют здания гостиниц, городского совета, корпуса многоэтажных жилых домов с магазинами в первых этажах и здания театра.
Городской парк – любимое место отдыха трудящихся Железногорска. Территория парка непосредственно примыкает к жилым кварталам города. Здесь много площадок для игр детей. К услугам взрослых аттракционы. Озеро в парке широко используется для занятий различными видами водного спорта. На берегах озера скоро вырастут новые жилые кварталы Железногорска с разнообразной группировкой зданий и открытыми озелененными пространствами.